И снова с нами Фирус. Привет, дорогой. Добрый. Видели, как он приготовил татарский козлы? Да, не казахский козлы, а именно татарские козлы. Сегодня что такое? Что это такое? Что это здесь у нас такое? Что за красавица? Лежит курочка? Да, это наша знаменитая курочка. И Так. мы будем готовить рулет куриный. Рулет куриный не простой, а с начинкой. Начинка у нас чернослив и орешки грецкие. Будет Продуманный просто парень. Продуманный парень. Чернослив принес, грецкие орехи принес. Фирус, расскажи еще, пожалуйста, какие еще ингредиенты у нас? Ну, понятно, вот курочка. чернослив, Курочка, орехи. соответственно, это чернослив, орехи, это у нас чесночок сушеный. чеснок, гранулированный. Да, сушеный. Можно, конечно, использовать и свежий чесночок. А он позеленеет. Он Да. возьмет, да и позеленеет. Поэтому А мы сушеный так не схитрили, сделает. поэтому мы добавили сушеный. Черный перец, желатин. Желатин дает плотность и вязкость нашего Работает. рулета. Конечно, когда в старые времена в деревнях татарских готовили калжу, вот рулет, там, не знаю, из мяса, из курятины, да, то, конечно же, к тем курам желатин добавлять не надо было. В тех курах, ну, сам по себе желатин содержался. А сегодняшние куры, из которых вы будете готовить, не только мы, но вот и вы будете готовить, это все-таки массовый продукт. В этом мясе клейкости нет. И сюда добавлять желатин, это очень профессионально и очень грамотно. Хороший повар потому является хорошим, что он умеет использовать все ингредиенты и умеет... Я не успел посмотреть. Он взял и вытащил весь скелет из курицы. Показывай, как делаешь. Вот такими скелет. какими-то движениями, так чирк ножом. Да. Самое главное не повредить кожу, потому что самое важное это в нашей сейчас рулете это кожа. То есть она должна быть целиковая. Молодец, Аглум, молодец. Смотрите, взял и сделал. Вот куда молодежь дошла. Все, этот у нас косточка пойдет на вкуснейший бульон для супа. Все правильно. Ничего пропадать не должно. Еще раз напомню, в каком ресторане работаешь, шеф? Ресторан мясной. Вот умеет человек работать, что с мясом, что с курицей. Посмотрите, как он взял и выделил косточку из бедрышка. То есть прямо вдоль косточки. С одной стороны, с другой стороны ножичком ширк, Да, поддеваем. отсюда. И все. Вот я правду скажу. И у меня корона не упадет. Я так не сумею. Мне вот, стройки ты с поварами, скажи, пожалуйста. На самом деле нет. Поэтому мне, скорее всего, и может быть где-то и любят, где-то и не любят, потому что я слишком мягкий и добрый. То, что ты добрый, это у тебя на лице написано. Все-таки шеф-повар должен иногда Нет, уметь конечно. тарелку разбить. Да, тарелку мы разбиваем только когда мы знаем, что к нам придет счастье. На свадьбу. И на свадьбу, да. А Чтобы... приходится выходить в зал клиенту на разбор полета. Скорее всего, нет. Еще ни разу не было такого в моей жизни. Молодец. Я зову шеф-повара сразу. Знаешь зачем? Руку пожать. Сказать, удиви меня, пожалуйста, чем-нибудь. Фирус, удиви меня сегодня. Ну давай, пожалуйста. Буду удивлять. Так, я немножко... Как правило, если этот шеф-повар хороший, если там стоит кушать, он ничего скрывать не будет. Людям нравится, когда к их работе относятся с уважением. Так, а теперь, значит, часть от грудки, от бедрышка почти что до шкуры. Да. Значит, смотрите, суть в чем заключается. Мы же хотим получить рулет, чтобы он был равномерный, и чтобы приготовление мяса было тоже равномерно, чтобы везде было готово. Поэтому мы там, сейчас... где много срезал, там, где мало добавил. Вот. Значит, разделывая курицу и распределяя по всей поверхности, оставляя края. Для чего края нужны? Для того, чтобы когда мы заворачиваем курицу, чтобы начинка не убежала.
Продолжаем. Теперь наша задача это все засолить, зачинить и потом завернуть. Давай. То есть, чтобы соль и туда во внутренний слой тоже попала. чтобы Да, она не была конечно, мы поверхность. перемешиваем все. Также мы перемешиваем, берем желатин, добавляем желатин. Мы, конечно, можем это все перемешать. Исходя из того, что добавляешь желатин, могу я высказать свое предположение? Да, конечно. Это будет готовиться, потом надо будет это остудить. Обязательно. Это остывшая вот холодная закуска. Да, но желатин при остывании Должен как раз, встать, да? Должен застыть, да, как холодец. он должен застыть и получиться именно при нарезке он будет не крошиться. Как назвал-то? Так, это зверобой. Зверобой. Я помню в 70-е годы, я не знаю, там, моя мама, все соседки, все как с ума посходили, все готовили этот зверобой. Да. Как готовится зверобой? Мы добавляем помидоры, чеснок, болгарский перец. Чеснока очень много нужно. Так. И обязательно стручковый перец. Он дает Остренький. аромат и остроту. Соответственно, и чеснок тоже дает остроту. Очень приятная. И кислинка такая, какая-то прям фруктовая, причем кислинка. Как будто там молча какая-нибудь есть. А яблоко зеленое. Пытался скрыть, да? В каждом блюде есть секретный ингредиент. На чем орехи будешь крошить? Мне вот это интересно. Я буду руками крошить. Чего? Руками. Мне нужно получить среднюю фракцию орехов для того, чтобы когда... Как ты руками будешь крошить? У тебя что, на руках зубы растут, что ли? Как можно крошить орехи зубами? Ну-ка, я хочу на это посмотреть. Просто Получаем. придется еще раз показать, он не успел. Конечно, мне еще и нужно. Все, так. Мы добавим немножко чесночок для аромата. Ну там в этом зверобой же есть чеснок живой. Да, поэтому Да, но мы всё равно немножко еще- для аромата. Они по-разному работают. Вот этот гранулированный чеснок, многие брезгают, фу, я возьму свежий, зачем мне гранулированный? Ребята, это разные вкусы. Это как вот вобла вяленая, да, там, или там жерех копченый, и свежая рыба. Теперь самый главный момент. Вот мы заворачиваем края. И вот такой момент. Раз. Два. Ничего себе. Вот это рулет. Рулетище. Самый главный момент. А вот это я не умею делать тоже. Вот так, на руку, колечко. Да я не буду смотреть, у меня все равно так не получится. Так, теперь мы еще раз завязываем. И теперь поехали. А значит, я скажу вам, не надо рулет готовить. Идите, купите себе там колбасы вареные, да, такой вот батон. И возьмите бечевку и тренируйтесь на ней. Когда получится, потом уже возьметесь за рулет. Нет, Смотри, конечно. как красиво у него получается. Раз, елки-палки, а мы в прошлый раз сделали колжу и так измучились. Вот все-таки профессионал есть профессионал. Мы можем, конечно, облегчить ситуацию и сделать ее более, как делают во многих помещениях, ну, то есть местах, ресторанах. Просто берут пищевую пленку, Оборачивать, затянули. Оборачивать, Вот это да. по мне, да. переворачиваем. Теперь режем, нам вот этого достаточно. Все-таки. Чтобы она не убежала. Фирус, Да. вот я теперь смотрю и вижу, что рулет у нас-то получился килограмма на 2 весом. Да, даже больше. И как дальше будем готовить? Что, варить будем? Как?
Нет, мы будем его запекать, заколируем ее. Заколируем, это, придадим духовки. цвет. Как? Да. В духовке или на В сковородке? духовке. Ну, можно я самый маленький момент скажу? Да, конечно. Соль сверху. Вот я хотел сначала немножко обмазать аджички и сверху посыпать соль. Ладно, хорошо. Понимаете, отцы и дети. Но удивительно. В приготовлении еды, если речь идет о нормальной, хорошей человеческой еде, мне спорить с молодыми поварами не приходится. Практически всегда я согласен. Да, я согласен тогда, когда люди по-настоящему умеют готовить вкусную еду. Мы с Фирузом сегодня познакомились. Но я вижу, как у него устроены руки. Я вижу его отношение к делу. В конце концов, я смотрю на его лицо и понимаю, как его кормили мама, папа, бабушки, тети, там кто там еще были, да? Кто-то же были? Конечно. Вот смотрите, красиво откормленный молодой парень. Как он будет невкусно готовить? Конечно, он будет вкусно готовить. Так, теперь самое главное. Учесть температуру запекания и время готовки. А вот колерование, значит, при какой температуре будет происходить? 180 градусов. Сколько примерно будет? Минут 30 для курицы достаточно будет. Чтобы, в общем, пока не зарумянится, правильно я Да, говорю? все верно. Так? Если в мы духовке берем- есть стекло, посмотрите туда. Так. То есть, И если потом, когда меньше зарумянится, что потом? Потом мы фольгой закрываем. То есть мы сейчас на данный момент делаем в виде лодочки. Вот так. Потом, как она заколеровалась, мы ее, естественно, закрываем. А какая температура при уже длительном запекании? 160 градусов. Ну хорошо. Значит, духовка у нас в другом помещении. Увидимся через сколько? Полтора? Скажешь им куры, они отвечают только домашние. Скажешь вот домашние, они говорят все равно комбикорм тот же самый. Приготовишь мясо, это заморозка, это очень дорого. Говядина резиновая, баранина фу, а свинина не халяль. Добавишь натуральный жир, у них поджелудочное, ожирение, печень, почки, легкое, все болит. Или вот возьмешь рыбу, а они говорят, это выращенное искусственное, в пруду нужна дикая. Вот вам дикая. А у нас такую не продают. Нальешь молоко, они говорят, все из сои. Возьмешь сливочное масло, а они, это пальма. Вот домашнее масло. А это не по нашей зарплате. Размешаешь сахар, это вредно. Заменишь сахар натуральным медом. От нагрева натуральный мед превращается в яд. Приготовишь мясо с картошкой. Такое сочетать нельзя. Это не полезно. А уж если к мясу и картошке добавить макароны, от такого вообще умирают. А если используешь специи, то значит испортил вкус рыбы, мяса, курицы. И так хотелось поесть чистых макарон. Крахмал – это химия. Кругом антибиотики, пестициды, гормоны и ГМО. Так каким же нектаром из фиалок питаются эти небожители? В каких безупречно экологически чистых полях они собирают свой корм? И самое главное, сколько лет они собираются прожить при таком правильном питании? 200, может быть 300? А для чего? Вот я снимаю свои видео и пишу книги ровно для того, чтобы у вас было хорошее настроение, чтобы дети запомнили отличную, вкусную еду и самое главное, чтобы у вас всегда был приятный аппетит. Фирус, открывай. Вот я не знаю, ты говоришь куриный рулет. Я бы называл это дело калжа. Куриная калжа бывает. Из баранины, из других видов мяса я уже готовил для книги. Красота! Красота! Очень даже ничего. Очень даже ничего. Так, Посмотрите, подойдите поближе, посмотрите. Ух! Ух!
Это дело. Ну и что же вам тогда сказать? Нам остается сказать только 3 татарских слова. Да. Аш ларыгыз там не Ну, болсын. Сан.